Он был обычным мальчиком, родившимся и выросшим в американской глубинке. Мальчиком, который сначала переехал в Японию и стал мастером таинственного японского боевого искусства, а затем, вернувшись домой, превратился в кинозвезду мирового масштаба. Сегодня мы расскажем вам о жизни и творчестве Стивена Сигала, обо всех аспектах его личности, о его семье, о его творчестве и о его убеждениях. Стивен Фредерик Сигал родился в Лэнсинге, штат Мичиган, 10 апреля 1952 года. Его мать Патришия была медработником, а отец Самуэл Сигал был школьным учителем математики. Среди предков его матери были немцы и датчане, а отец по происхождению был евреем. Его предки по фамилии Зигельман эмигрировали из Российской империи, а именно из города Бобруйска. Сам же Стивен на протяжении жизни неоднократно утверждал, что среди его предков есть индейцы, ирландцы, итальянцы. В одном из интервью он даже заявил, что его предки были монголами, поскольку, по его словам, они эмигрировали из буддийских регионов России. Когда Стивену было 5 лет, его семья переехала в Фуллертон, штат Калифорния, где и прошло его детство. Когда ему исполнилось 13, он прибавил себе несколько лет, чтобы устроиться посудомойщиком в местный ресторан. Один из поваров занимался карате стиля сётокан и заметил, что Стивен очень быстро двигается во время работы на кухне и предложил научить его основным движениям. Так произошла его первая встреча с боевыми искусствами. Еще более судьбоносная встреча произошла, когда Стивен познакомился с сенсеем Киёси Исисакой, который в свою очередь и познакомил его с айкидо. Справка. Айкидо – современное японское боевое искусство, созданное Морихеем Уэсибой, представляет собой синтез приемов боевых искусств, философии и религии. Сенсей Уэсиба начал свой путь с изучения секретов джиу-джитсу стиля дайторю. Затем основал свой собственный стиль с упором на психическое и нравственное самосовершенствование. Одним из лучших учеников основателя айкидо был Коити Тохэй, учеником которого, в свою очередь, и был мастер Исисака. Стивен стал изучать искусство захватов и бросков и так увлекся этим делом, что уже не представлял свою жизнь без него. Через несколько лет тренировок он даже решил переехать в Японию, чтобы учиться у мастеров. Здесь он проведет 10 лет, изучая, по его словам, боевые искусства, мануальную терапию, траволечение и основы буддизма. Свой первый дан он получил под руководством уже упомянутого Коити Тохэя, лучшего ученика самого основателя айкидо. Затем была учеба у таких мастеров, как Сейсеки Абе, Кисабуро Осава, Кисимару Уэсиба. Его главным учителем и другом стал мастер Хироси Исаяма, с которым они проведут немало времени, тренируясь вместе. Стивен тренировался как учидеси. Этот японский термин обозначает ученика, который не только тренируется, но и живет прямо в школе, не только постигая азы единоборств, но и выполняя разную домашнюю работу. В результате ежедневных и напряженных тренировок юный американец добился признания своих усилий, став в 1975 году первым иностранцем, открывшим школу айкидо в Японии. Вот как это произошло. В 1974 году, в свой очередной приезд в США, Стивен познакомился с Мияко Фудзитани, инструктором по айкидо, преподающим в Лос-Анджелесе. Через год они вернулись вместе в Японию, в Осаку, где и поженились. Когда же тесть Стивена, глава школы Тенсин Айкидо, ушел на покой, то главой школы стал сам Стивен. Японские ученики называли его Така-сенсей. У него и у Мияко родились двое детей – Кентаро и Аяко. Но неуемная натура Стивена не давала ему покоя, и после неоднократных переездов через океан он в 1983 году окончательно переезжает обратно в Америку. Он открывает зал для занятий айкидо и одновременно работает постановщиком боевых сцен в Голливуде. Так началась его кинокарьера. Первым его опытом в кино стал фильм «Вызов» 1982 года. История об американце, попавшем в японскую школу боевых искусств и влюбившегося в дочь мастера, удивительно созвучна реальной жизни Стивена Сигала. К тому же это, наверное, самое первое появление айкидо на большом экране. Стивену удалось поработать с такой звездой, как Тасиро Мифуне, и знаменитым режиссером Джоном Франкенхаймером. Также можно отметить его работу в фильме «Никогда не говори никогда», где он был постановщиком трюков и умудрился сломать запястье Шона Коннери во время демонстрации приемов.
Но главный прорыв для Стивена Сигала состоялся в 1988 году. Дело в том, что его зал айкидо посещали многие голливудские звезды, такие как Джеймс Коберн и Шон Коннери. Был среди них и агент Майкл Овитс, представляющий интересы таких звезд, как Барбара Стрейзанд и Том Круз. Овитс, имевший нюх на таланты, предложил устроить демонстрацию для очень могущественного человека – Терри Сэммела, президента компании Warner Brothers. Демонстрация произвела такое впечатление, что Стивену сразу предложили несколько сценариев на выбор. Ни один из предложенных вариантов ему не понравился, и тогда ему предложили написать сценарий самому. Так на свет появился «Над законом», не путать с гонконгским боевиком. В России фильм известен как «Нико». Кроме того, что это первый фильм Стивена Сигала, у него еще есть несколько интересных особенностей. Начнем с того, что это первый в истории фильм об айкидо. Именно он сделал его популярным и известным. Приемы таинственной и загадочной тогда борьбы смотрелись весьма свежо на фоне набивших оскомину ударов руками и ногами. Оказалось, что захваты, заломы и броски на экране смотрятся очень эффектно. Тем не менее, удары тоже присутствовали, так же как и лихие перестрелки, погони и прочие трюки. Второе. Именно с этого фильма началась легенда о том, что Стивен Сигал когда-то работал в ЦРУ. На самом деле в ЦРУ он, конечно же, не работал, но слухи остались. Может быть, дело в том, что в фильме использованы его настоящие фотографии из детства и юности. Как бы то ни было, фильм вышел на экраны и имел немалый успех. Затем выходит «Смерти вопреки», где он играл полицейского, пролежавшего в коме 7 лет и пытающегося отомстить за смерть своих близких. В фильме сыграла его вторая жена, актриса Келли Леброк, в России больше известная как главная героиня фильма «Ох уж эта наука». Фильм «Смерти вопреки» укрепил позиции Стива как восходящей звезды жанра экшен и собрал в прокате почти $50 миллионов. И вошел в десятку самых успешных картин в жанре боевых искусств. Затем выходит «Помеченный смертью», где Сигал предстал в образе сотрудника агентства по борьбе с наркотиками, который, выйдя в отставку, вступает в схватку с бандой ямайских наркоторговцев во главе со зловещим шаманом. В общей сложности 3 первых фильма со Стивеном Сигалом принесли в прокате своим создателям больше $200 миллионов. Стивен вошел в клуб избранных суперзвезд, таких как Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Мел Гибсон и Сильвестр Сталлоне. 1991 год. Фильм «Во имя справедливости». Все тот же набор штампов. Снова полицейский, снова все то же айкидо, снова итало-американец. Снова действие происходит в родном районе героя. Разве что злодей в исполнении Уильяма Форсайта получился абсолютно безбашенным. На съемках фильма произошел интересный инцидент. Постановщиком трюков там был легендарный Джин Лебел, чемпион США по дзюдо и профессиональный борец. Один из пионеров смешанных единоборств. Именно Джин Лебел выступил в 1963 году на одном из первых матчей и победил профессионального боксера Мила Сэвиджа, доказав преимущество дзюдо перед боксом в реальном бою. Во время спора о преимуществах айкидо и дзюдо Джин просто-напросто придушил Стивена Сигала, который заявил, что поскольку он занимался айкидо, то у него иммунитет к удушающим приемам. В 1992 году настало время для нового поворота сюжета. Стивен спродюсировал и сыграл в фильме «В осаде», события которого происходят не где-нибудь, а на боевом корабле, и даже не просто на корабле, а на знаменитом линкоре «Миссури», захваченном террористами. Стивен Сигал играет Кока, бывшего спецназовца, который противостоит целой банде наемников, пытающихся украсть ядерное оружие. Соперниками Стивена были Томми Ли Джонс, недавно получивший награду Американской киноакадемии за фильм JFK, и Гэри Бьюзи, снимавшийся в «Смертельном оружии». Этот под завязку загруженный действием фильм побил все рекорды и собрал в прокате почти $150 миллионов. В начале 90-х начинается экологическая полоса в творчестве Стивена Сигала. Выходят 2 его фильма «В смертельной зоне» и «Огонь из преисподней». В первом Стивен сыграл специалиста по тушению пожаров на нефтяных скважинах, который противостоит злобному миллионеру, роль которого исполнил Майкл Кейн. Во втором фильме сотрудник экологической службы узнает о том, что жители небольшого города в Кентукки умирают из-за ядовитых отходов производства. Играя эти роли, Стивен пытался выйти из порочного круга однообразных полицейских фильмов, похожих один на другой. В конце 1994 года распался брак Стивена Сигала и Келли Леброк. Виной тому стала 16-летняя няня их детей Ариса Вульф, в которую Стивен влюбился.
В 1995 году выходит последний блокбастер нашего героя «В осаде 2. Темная территория». Теперь террористы захватили целый поезд, чтобы перехватить управление военным спутником. И, конечно же, совершенно случайно на поезде оказался Кейси Райбек, который жестоко расправляется с негодяями, используя помощь багажного носильщика. В фильме вы можете увидеть юную Кэтрин Хейгл в роли племянницы главного героя. И, наконец, Кейси нашел себе противника своего роста и размера. Главного злодея сыграл Эверетт МакГилл, известный своими ролями в «Дюне», «Лицензии на убийство» и «Людях под лестницей». Сиквел не был таким успешным, как оригинал, но все-таки собрал в прокате больше $100 миллионов, став последним крупным проектом с участием Сигала. В этом же году Стивен Сигал увековечил свое имя на Голливудской аллее славы. Затем выходят два фильма с участием суперзвезды «Приказано уничтожить» и «Мерцающий». В первом фильме главную роль сыграл Курт Рассел, а Стивен Сигал впервые попробовал себя в роли второго плана. К сожалению, его герой погибает в самом начале, так и не успев ничего сделать. На прослушивании к фильму произошел интересный случай, рассказывает актер Джон Легуизамо. Я играл сержанта в одной сцене со Стивеном. Он заходит и говорит таким важным голосом: «Теперь командую я. Все, что я скажу, закон. Кто-нибудь не согласен?» Я захохотал, потому что это выглядело невероятно глупо. Тогда он встал, схватил меня и швырнул об стену, а затем еще и врезал мне локтем. Я был настолько ошеломлен, что мог только повторять: «За что? Почему?» Напомню, что рост Стивена Сигала 193 сантиметра, а рост Джона Легуизамо 173, не говоря уже о разнице в весе и умении. С фильмом «Мерцающий» дело обстояло немного интереснее. Казалось бы, типичная работа Сигала: полицейский, мафия, сербские террористы, химическое оружие, удары и броски. Но дело в том, что это не просто фильм, это начало нового этапа в карьере кинозвезды. Во-первых, он теперь снимается не один, у него появился напарник. Во-вторых, напарником обычно является афроамериканец, который по совместительству является звездой рэпа. Вышла целая серия таких фильмов, где вместе со Стивеном засветились такие артисты, как DMX, Ice-T, Ja Rule и так далее. В середине 90-х карьера Стивена Сигала стала клониться к закату, поскольку зрителей, похоже, стали утомлять его ограниченные актерские способности и несгибаемые герои, которых он воплощал на экране. Когда же все-таки была пройдена точка невозврата? Возможно, падение началось именно с фильма «Мерцающий», который, несмотря на плохой сценарий, все-таки ценится фанатами актера за сцены действия и остроумные диалоги между героями. Тем более, что это был последний фильм, где Стивен физически выглядит как герой боевика. «Огонь из преисподней» был еще одним экологическим фильмом, где Сигал впервые продемонстрировал свое умение играть на гитаре. К сожалению, фильм не имел успеха и остался забытой страницей в резюме актера, став не самой лучшей, но, как и не печально, не самой худшей из его картин. Затем последовал еще один экофильм «Патриот», который стал самой настоящей катастрофой и отправился прямо на видео в США и Великобритании. Картина, как и «Огонь из преисподней», страдала от отсутствия захватывающих сцен и не произвела впечатления на фанатов. Итак, карьера великого мастера, фигурально выражаясь, дала пробоину и была выброшена на камни. Создание следующего фильма заняло 3 долгих года, тем не менее его возвращения никто не ждал. Такие же муки в свое время испытывали Ван Дамм, Арнольд и Слай. Стивен перепробовал все и решил остановиться на жанре фильмов прямо на видео, когда вдруг раздался неожиданный звонок от старого друга, продюсера Джоэла Сильвера, который искал напарника для звезды хип-хопа. Фильм «Сквозные ранения», в котором Стивен снялся с рэпером DMX, неожиданно стал хитом и снова привлек к нему внимание публики. Тем не менее, что-то все-таки было не так с самим Стивеном Сигалом. Набравший вес и выглядящий утомленным, Сигал стал походить на собственную пародию. Тем не менее, это был хит, и с этим надо было считаться. Перед тем, как сняться в «Сквозных ранениях», Сигал снялся в роли второго плана в фильме «Часовой механизм», который по праву считается его худшим фильмом. После же «Сквозных ранений» он еще раз решил сняться с рэпером, только на этот раз фильму не хватало лоска, присущего продукции Джоэла Сильвера. Во-первых, «Ни жив, ни мертв», вышедший в 2002 году, не произвел фурора в кинотеатрах, и стало ясно, что большая касса, которую получили «Сквозные ранения», это не полностью заслуга Стивена. Во-вторых, это был просто-напросто плохой фильм. Он, конечно же, окупился и даже принес какой-то доход, в основном из-за своего небольшого бюджета, но, как мы и говорили, это был провал.
С этого момента Стивен Сигал будет выпускать фильмы только на видео. В них вы можете увидеть грузного, скучающего человека, который выпускает одни и те же фильмы, иногда по 5 штук в год. Его интерес, энтузиазм и увлечение своей работой в кино снизились до минимума. Он стал меньше сниматься в сценах боев, трюков и даже в озвучивании собственных фильмов. Особенно это заметно в таких, с позволения сказать, шедеврах, как «Сегодня ты умрешь», «Вне досягаемости», «Иностранец». Поток халтуры был прерван фильмом «Тень якудзы», который все-таки намеревались показать в кинотеатрах. Картина была сделана сознанием дела и вниманием к деталям. Съемочная группа даже выехала на натуру в Японию. К сожалению, чуда не произошло, фильм не произвел желаемого эффекта и закончил свою жизнь на видео. На сегодняшний день Стивен Сигал занимается коллекционированием банковских чеков и продолжает выдавать на поток фильмы. Стивену, видимо, нравится каждый год появляться в нескольких фильмах в качестве суперзвезды, не особенно заботясь о качестве картин. Его фанаты все-таки надеются отыскать в куче этого барахла жемчужину. Конечно, если она там изначально присутствовала. Для тех, кто знает Сигала в основном как киноактера, большим открытием является его музыкальный талант. Он пишет музыку, собирает музыкальные группы и выступает с ними по всему миру. Он полюбил блюз с раннего детства. Его родители работали и были всегда заняты, а напротив жила афроамериканская семья, глава которой однажды предложил научить Стивена играть на гитаре. Многие годы его любовь к музыке оставалась тайной для мира. Они знали только те, кому посчастливилось услышать его вживую. Однако мать Стивена убедила его сделать свою музыку всеобщим достоянием. И это было ее предсмертным пожеланием. Его дебютный альбом «Песни из хрустальной пещеры» вышел в 2005 году. Альбом представляет собой смесь различных музыкальных стилей, таких как кантри, блюз и этно. Несколько песен из альбома вошли в саундтрек фильма «Тень якудзы». У каждого из нас в жизни бывают проблемы, но если ты кинозвезда, о них узнает весь мир. Слухи, сплетни и желтая пресса могут уничтожить жизнь любого человека. В 2003 году Стивен получил тяжелый удар. Его деловой партнер, продюсер Джулиус Нассо, который работал с ним почти 10 лет, оказался связанным с мафией. Преступники из мафиозной семьи Гамбино, возглавляемые Антонио Чиконе по прозвищу Сынок, вымогали у актера деньги в размере $150 тысяч за каждый фильм, который он сделает с Нассо. Агенты ФБР записали разговор на пленку, после чего Джулиус признал свою вину и получил год тюрьмы в 2004 году. Стивен Сигал заявил: «Меня предали люди, которых я считал своими друзьями. Они причинили много зла мне и моим близким. И о том, что произошло, узнали все». Пресса ликовала, он всегда был ее мишенью из-за экзотического прошлого и загадочных историй вокруг него. Одна из самых знаменитых – это история его взаимоотношений с ЦРУ. В 80-е годы Стивен в интервью Лос-Анджелес Таймс буквально заявил: «Можно сказать, что я консультировал нескольких агентов ЦРУ. Также с помощью моих друзей в ЦРУ я познакомился со многими влиятельными людьми и выполнял для них особые задания». Сильно звучит, не правда ли? Запахло шпионскими романами. Давайте разберемся, правда ли это. Давайте послушаем бывшего бизнес-партнера Стивена Сигала и в прошлом настоящего наемника Гэри Голдмана, с которым Сигал вместе ездил в Южную Америку. Голдман заявил, что сомневается, что суперзвезда могла быть причастна к какой-либо операции спецслужб. «Я уверен, что Стивен Сигал умер бы от голода, держа в руках компас и карту, которая ведет к ресторану в 5 милях от него», заявил он. Еще один скандал разразился совсем недавно, когда Стивен был замечен в тренировочном лагере двух суперзвезд ММА – Лиота Мачидо и Андерсона Сильвы. После чего Стивен заявил буквально следующее: «Я обучал Лиота и Андерсона. Они для меня как родные сыновья. Я показал им множество приемов. Не все, но множество. В основном удары руками и ногами. Есть один особенный прием, который я им показал, и с помощью которого они выиграли чемпионский титул». Интересно, о каком же приеме он говорил? Как ни странно, великий мастер имел в виду прямой удар ногой. Итак, Стивен Сигал научил двух знаменитых бойцов удару, который любой новичок в секции карате осваивает в первый год обучения. Эта история стала поводом для бесчисленных шуток, поскольку в реальности в нее мало кто поверил. Стивен Сигал известен как глубоко верующий буддист. В 1997 году он был даже признан верующими одной из буддийских школ как духовное воплощение одного из своих учителей.
Кроме того, он, как и любая звезда, занимается благотворительной деятельностью. Он помогал и помогает детям-сиротам по всему миру, защищает окружающую среду, права животных и занимается профилактикой вируса СПИДа. Что же касается его личной жизни, он был женат 4 раза. Первой его женой была Мияко Фудзитани, от которой у него 2 детей. Первый Кентаро пошел по стопам отца, стал заниматься боевыми искусствами, а затем стал сниматься в кино. К сожалению, без особого успеха последний его фильм датируется 2005 годом. У его сестры Аяко дела идут лучше, она не только актриса, но и писатель. Например, она снялась в нескольких эпизодах телесериала «Последний корабль» в 2016 году. Стивен расстался со своей первой женой в 1984 году, когда окончательно переехал в США. Там он женился на актрисе Эдриан Ларуссо, причем даже не успев развестись с Мияко. Затем он влюбляется в актрису Келли Лебро, с которой он прожил вместе 9 лет и в браке с которой у него родилось 3 детей. С Келли Стивен расстался в 1994 году после романа с Арисой Вульф, от которой у него тоже есть дочь Саванна. В настоящее время актер состоит в официальном браке с Бацухин Эрденетуя, профессиональной танцовщицей, уроженкой Монголии. Последние новости, связанные с именем Стивена Сигала, появились в 2014 году. В интервью российской газете актер назвал Владимира Путина одним из величайших мировых лидеров и выразил поддержку аннексии Крыма Российской Федерации. Позже, в 2016 году, Стивен получил российское гражданство лично из рук президента Путина. Как сказал о Стивене один из его друзей, ему действительно не все равно. Он хочет показать людям все самое лучшее. И это не требование его имиджа, а внутренняя потребность. Несмотря на все трудности, которые Стивен Сигал преодолевал все эти годы, он по-прежнему человек, который любит рассказывать истории и снимать кино. Хочется закончить наш фильм собственными словами знаменитого актера. Он сказал: «У меня нет какого-то определенного образа мыслей, и мне не хотелось бы быть привязанным к какому-то образу. Моя личность имеет множество граней, как и все люди в этом мире. Единственное, чего бы я хотел, чтобы во мне видели человека, который хочет изменить мир к лучшему.